Смотрите, какой вид. Помню первый раз, когда в 2019 году мы пошли на море. Просто так пошли. Я не знал, что там есть пляж, какая-то зона облагороженная. Просто пошли на море посмотреть всей семьей. И вот здесь вот такой вид увидели, офигели. Да, красота. Дети сразу в восторге побежали туда. Смотрим, там еще облагорожено все, детские площадки, вообще там дети пищали. Это наглядное изображение того, насколько молодой Гюрпинар район. Ближе к морю здесь все новое почти. В прошлый раз не дошли мы до набережной, вот сейчас решили спуститься. Сегодня тепленький день, сегодня понедельник, но тем не менее здесь уже местные устраивают пикники. Здесь предусмотрены столы специально для пикников. Вот сейчас ближе к морю спустимся. Детские площадки, столы для пикников. Можно даже и прямо на газон стелить и садиться. Здесь многие так делают. Вон оттуда мы спустились. Здесь высота, наверное, метров 30-40. Холм. Вот это набережная Гюрпинар. Здесь все, что нужно. И душ после купания, и туалет, и магазины. Вот такая набережная. Но это не пляж. Пляж есть вот туда дальше, Бьюк-Чокмедже. Есть хороший пляж большой песочный. А это просто берег. Не знаю, здесь купаются, нет? Ну вот этот, буйки плавают. Наверное, здесь летом купаются. Я здесь, правда, не был. Фотосессию кто-то делает. Даже какая-то спортивная секция есть. Типа нашего дюша. Это парусный вот этот спорт. Вот, точно. Я только сейчас заметил, что здесь, кажется, секция парусного спорта. Всегда мимо проходил, видел парусники. И даже не знал, что вот их офис. Вот здесь люди спортом занимаются. По утрам особенно здесь много любителей спорта. Здесь есть много кафе. В этом кафе сейчас запах дров идет. Приятный запах дров. Они на дровах все жарят, варят, парят. Вот такое вот летнее кафе.
Основная набережная здесь из бетона состоит. Вот летом мы с него ныряем. Здесь сразу глубина идет метров, наверное, метр 3-4 возле берега. Здесь молодежь, мужики, старички здесь купаются. Вот смотрите, прозрачная какая вода. Вот эти вот следы, видите, здесь на лето устанавливают лестницу, чтобы из воды вылазить. А потом на зиму ее отрезают. Вот для тех, кто умеет плавать, вот здесь отлично. Здесь народу не бывает много. Набережная длинная, можно найти себе такое уединенное место и нырять. Можно с семьей прийти. Вот здесь можно найти всякую морскую живность. Звездочек, медуз. Многие считают, что здесь медузы кусаются. Нет, здесь безобидные медузы. Дети с ними играют. Официант выкинул хлеб. Чайки его едят. Сейчас, если чуть постоять, здесь стая прилетит. Кто-то специально приходит с хлебом, бросает им, они на лету ловят. На том берегу Селеври, а туда правее, это Бирчик Медведь. Там одноименное озеро есть. Летом, когда мы здесь приходили купаться, часто видел стариков лет по 60-70, на вид седые. И они так бодро ныряли, бодро плавали. Вот что значит жить у моря. Беговая дорожка, велодорожка. И вот такие для пикников столы, стулья, беседки. Целая территория здесь штук, наверное, 30, я думаю, наверное. Но они периодически здесь появляются. Здесь, там. Но бывает, в воскресенье можно прийти, они все заняты. Тогда придется на траву садиться. Собачники гуляют. Даже если столов не хватит, здесь у многих, если не у всех, есть вот такие раскладные столы, стулья. Я говорил же в прошлый раз. И они приходят, ставят и кушают. На этой вывеске написано, что запрещено мангал разжигать. Но если мангал прям необходимо разжечь, там дальше есть неасфальтированный участок, и там люди разжигают мангал. Бродячие собаки отдыхают. Хоть и понедельник, но народу много. Кто-то отдыхает, кто-то рыбачит. Вот первая линия коттеджей, виллы. Вот этот новый еще не заселен. А вот эти вот старые. Там бывает, если походить, можно найти объявление, что в аренду сдают. Прямо у моря кафе. Вот целыми семьями здесь. Здесь даже несколько семей.
Туалеты, душ здесь летом работают. Для некоторых это серьезный вопрос, наличие туалета. Поэтому здесь, особенно в Стамбуле, проблем с этим нет. Вот про этот пляж я говорил. Маленький, небольшой Гюрпинарский пляж. Здесь летом спасатели сидят. Но этот пляж, он не особо ухоженный. Бывают моменты, когда здесь много медуз, там невозможно плавать, водоросли. Но основное время все лето здесь можно купаться. Ну, берег каменистый, и ходить босиком больно. Но в каждом магазине здесь продаются такие гелевые тапочки прозрачные, специально для купания. Вот такая набережная. Это только в районе Гурпинар. Если дальше туда пройти, она около 30 километров, если не больше. Непрерывная набережная до Бюйükçekмедже. Там, я сказал же, пляж большой есть, красивый. В этом году мэр Стамбула там был, на том пляже, и они запланировали его очень хорошо облагородить. Вот первая линия виллы. Добираться сюда придется либо на такси, либо пешком, потому что маршрутный автобус на пляж не ходит. Он наверху останавливается, маленький Долмуш. Поэтому сюда можно и пешком. Здесь, в принципе, сверху где-то 2 километра до пляжа. И либо на такси. Через приложение вызвать такси. Только так добираться. А сейчас наверх подниматься, вон туда наверх. Придется пешком по серпантину. Первые деньки теплые этой весной. Только начинает все цвести. Апрель месяц. Здесь поздняя осень, поздняя весна. Думаю, купальный сезон, наверное, только в конце мая начнется. Как я говорил, Бейlikдüzü выше уровня моря намного. Видите, какой обрыв. Так что цунами здесь не страшно. Если в море будет землетрясение, волна пойдет, Бейlikдüzü самый безопасный в этом плане. Вот на этой стихийной парковке жарят мангалы. Там на газонах запрещено, и люди со своим мангалом приезжают, вот здесь жарят. Не знаю, здесь живут или не живут такие небольшие домики, типа дачи. Недалеко от моря. Ближе к морю коттеджи, виллы. Новая Сите в сторону моря. Но здесь ни магазинов, ничего рядом нету. Не очень удачное расположение, но дом классный. Новый дом, его прошлой осенью, по-моему, закончили. Огороженный забором. Вот видите, здесь инфраструктуры нету. Но я видел здесь объявление, что сдается в аренду. Лицей изобразительного искусства, по-моему. Здесь еще секция по плаванию. Там крытый большой бассейн. Так, здесь, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 этажей, да? 10-этажные вот такие
безбалконные коробки. А нет, балконы есть, но они маленькие. Дорога под 30 градусов. Вот такие холмы в Гурпенаре. Даже живя в таких многоэтажных домах, турки могут спокойно выйти с самоваром, с мангалом и вот здесь сидеть, жарить, кушать. Это норма считается. Интересно. Живут в 10-этажных домах и могут здесь небольшой палисадик сделать. Шерсть сушат без проблем. Мне вот интересно, почему в Стамбуле строят без балконов дома? Это же их достоинство. Странно.